этим городом связано много стереотипов. Например, такой. Здесь все знают только один язык – таджикский. Хотя это не Таджикистан. Нет, я еще говорю на английском, а я знаю испанский. Говорят, что шансов у разведенной женщины вновь выйти замуж чуть меньше, чем 0. Я уже устала слушать эту чушь. Говорю, как разведенная девушка с ребенком. А еще всех бесят самокатчики. Ну, тут не соврали. Меня они тоже слегка раздражают. Ну, получается, я приехала сюда, чтобы разрушить стереотипы. И поверьте, я их таки разрушу. Добро пожаловать в Бухару. Мы в Узбекистане. Это жизнь других. Сегодня на жизнь местных мы будем смотреть неспешно. Почему неспешно, спрашиваете вы? Да потому что здесь никто никуда не спешит. А зачем, если время-то считают не по часам, а по пиалам чая? Одни по тарелкам плова, которым, кстати, всегда рады угостить гостей. Вот мы уже 3-й раз в Узбекистане. И что меня в целом сегодня ждет, я, собственно, и не знаю. Но на 100% уверена, что есть мы будем точно очень много. И в этом я не ошиблась настолько, что буквально закончив снимать приветствие в стране подарков и еды, мне подарили и то, и другое. Ой, как мне нравится Бухара. Знаете почему? Потому что тут очень любят дарить подарки. Я подарки обожаю. Вот мне, видите, что подарили вот такой магнитик, как говорится, на память. Бухара. Вот теперь будет он все время со мной. Но недолго. Не переживайте, это не реклама моего стоматолога. Магниты разгрызать я еще не научилась. Это просто пряник. Ну, повеселились, а теперь перейдем к делу. Бухара – это очень древний город в Узбекистане. Но не подумайте, это не музей под открытым небом, где остановилось время, и не глянцевая восточная открытка. Это город, в котором продолжается жизнь, и жизнь современная. Будь я местной, возможно, водила бы автобус как Амир и по пути собирал бы тех, у кого нет денег. Просто так, по-доброму. Или как Лола и ее семья. Несколько поколений и все под одной крышей. А еще могла бы быть Региной и ее полным гардеробом разных нарядов на каждый выход. Но начнем мы сегодня не с людей, а, собственно, самого города и его погоды. Ведь это тоже важно. Многие думают, что в Бухаре круглый год жара. Если вы тоже так думали, то вы заблуждались. Зимой у нас бывает холодно, доходит и до минусовой температуры. Но преимущественно сухо, и это, конечно, спасает. Летом жара под 40 – это для Бухары норма. Надо стараться не выходить из тени. А если вышел, то не забудь вернуться. В общем, погода в Бухаре, как наряды местных женщин, разнообразные, непредсказуемые, но при этом в каждом есть своя прелесть. Кстати, любить красивую традиционную одежду здесь привыкают с самого детства. Вы слышите все эти звуки? Я не слышу сама себя. Все нормально, я в детском саду. Господи, оглохла. Дети. И если вы подумали, что это какой-то национальный праздник масштаба всей страны, то нет,
Это просто пятница. Я думала, это меня так встречают, а оказывается, здесь, в Узбекистане, каждая пятница – это день национальности, и поэтому они все танцуем и поем. Этот детсад государственный, но это у нас не значит бесплатный. Стоимость 315 тысяч сомов за месяц за одного ребенка. Если детей двое и более, то 223 тысячи. А если родители приносят справку о том, что малоимущие, мы освобождаем от оплаты. Так, вот это «Привет, дети». Да. Вот, видите, уже взрослые дети. Это подготовительная группа в детском саду. Отсюда дети уже идут в школу. Хотите в школу? Да. А почему? Чтобы пойти в институт и хорошо работать. Господи, какие умнейшие дети. Чтобы учиться в школе, чтобы пойти в институт и пойти на хорошую работу, ты сказала? Да. И хорошо работать. Понимаете? Ну... Сад открывается рано утром, но принимают детей только от 9 утра. А в 9:10 ворота закрываются, и если не успел, то до завтра. Даже если родители сильно просят, такие правила. Зато если они опоздали вечером, то мы подождем. Главное предупредить заранее. Пока дети тут учатся и готовятся к школе, я вам хочу сказать, что здесь, во-первых, ковер, что очень даже удобно. А во-вторых, вот тут кровати, где они спят. Понимаешь? То есть, вот там мне нравится, когда, знаешь, когда вот это второй этаж и первый этаж. Ты видишь? О, вот так вот выдвигаются, и все дети спят на трех этажах. Кстати, так удобно. Вот для маленьких квартир. Ну, так, возьмите себе на вооружение. Ну, в общем, здорово. Тут они и учатся, тут они и на таком красивом ковре играют, тут же они и спят. Если ребенок ходит в сад в Бухаре, значит, он уже знает, что такое математика, рисование, хореография, крепкие ворота и, конечно же, плов. Конечно, учеба – это очень важно, все знают. Но столовая в детском саду – это, как говорится, здравствуйте. 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 Что у вас сегодня на обед? Борщ, плов, салат и компот или кефир на выбор. И сладкое, да, какое-то? Да. Детей кормят 3 раза в день. Утром завтрак, обед, 1, 2, 3 и полдник. А вы на сколько человек готовите? На 340 человек. На 340 человек. Ой, это можно я буду 341-м? Выбирай стол и садись. Посмотрим, что тут вообще есть в меню. Я так понимаю, заведение это не дешевое, поэтому мне очень интересно посмотреть цены. Итак, смотрите, например, баклажаны по-итальянски. Не будем углубляться, но стоят они 43 тысячи сум. Салат французский 32 тысячи сум. Понимаете, что тут еще? У нас есть борщ, пожалуйста. Борщ 25 тысяч. Куриные крылышки 20 тысяч. Ну так можно жить, как мне кажется, а? Ладно, конечно, я уже не в детской столовой. Там я плов попробовала, и он был вкусный. Просто сколько уже вам можно про плов рассказывать? Пора бы попробовать в Узбекистане и что-то новенькое. За этим я пришла в ресторан. Еще и заглянула на кухню. Итак, я нахожусь на кухне, и будем мы сейчас играть в прятки. Ладно, хорошо. Глупости убрали. Будем сейчас готовить. И готовить мы сегодня будем национальное блюдо, которое называется... Илик. Илик. Что бы это ни значило, это готовится из кости. Да, основа блюда – костный мозг. Это говяжья кость, которую мы готовим на углях. И часто заказывают его у вас? Конечно, каждый день. Да, ага, ну давай, тогда, значит, надо положить его на решеточку, закрыть сверху еще одной решеточкой
и ставим на уголь, да? Да? А вы потом что-нибудь еще добавляете к мозгу или нет? Хлеб и соус. Чтобы мозг работал, добавляйте хлеб и соус, и все в вашей жизни будет замечательно. Чтобы, так сказать, прожарить мозг как следует, надо сначала обжарить его на углях, а после перенести в печь, где он доходит. Подают с обжаренным хлебом и аджикой. Ну, красота же! Нельзя сказать, что местный народ каждый день ходит по фешенебельным ресторанам. Но вообще посещать любят хотя бы раз в неделю. А есть у нас и постоянные клиенты, которые едят здесь практически каждый день. Итак, мои мозги готовы, так сказать. О. Надо этот соус намазывать на мозг? Давайте я все сам сделаю. Сейчас. А там кровь, это нормально? Да. Спасибо. Много так не надо, мой оператор так много не съест. И что теперь? Теперь... смотри, я уже умею это делать. Значит, короче, мозги окунаем в соус из помидор и зелени, да? Да, и намазываем это на хлеб. Все, приятного аппетита. Итак, дорогие мозги, есть мозг. Дорогие мои мозги, дорогие мои друзья, есть мозг – это мое любимое профессиональное занятие. Наконец-то хоть кто-то это понял и решили дать уже мне не вот эти вот ваши вот, я не знаю, там, фогра. Мозг. Давай. Честно говоря, похоже чуть-чуть на фуагра. Правда, похоже. Ну, если вот так закрыть глаза и вообще не понимать. Но оно такое очень сытное, насыщенное. Но вот этот соус, он очень освежает. Если есть просто мозг, ну, хотя, я вас умоляю, просто есть мозг, как говорится, смотря чей он. Выключайте камеру, поедание мозгов начинается. Я, конечно, могла бы пошутить еще о том, что ем мозг здесь, чтобы потом не есть мозг своего мужа за то, что он не одобрил мой очередной наряд. Но не буду. Не буду, потому что сама сейчас пойду одобрять наряды других женщин. Ведь я уже упоминала о том, что здесь свой собственный культ одежды. Ну а как в таком случае не заглянуть в местный гардероб? Говорят, в гардеробе местных женщин обязательно есть национальный костюм, национальное платье, да? Ну вот, но я на слово не верю, поэтому хочу пойти и посмотреть, проверить, так сказать. Идем. Полный шкаф, а надеть нечего. Я знаю, да, я знаю. Я знаю. Боже, у тебя столько черных платьев, это же мои самые любимые платья, это черные. Ой, какой красивый цвет! Да, это такое, оно натуральное, да? Может быть, вам просто плевать на чужое мнение? Ой, какое красивое, да, это шелк. Слушай, ну я смотрю, что у тебя все платья длинные, да? Я уже все бы померила, все бы вот так уже ты примерила. Ой, вот это вот халатные вот эти дела я обожаю. Ну, а где ты в основном покупаешь вот это, где ты купила? Я покупаю в основном в старом городе, в лавках одежды. Там и готовые платья можно купить, и просто ткани. То есть какое у тебя самое дорогое платье? Вот это. Оно шелковое. Обошлось 800 тысяч сумов. У каждой местной женщины в гардеробе обязательно есть национальное платье. У нас их очень любят и для повседневной носки, и, конечно, на праздники. На праздники это обязательно. Например, на свадьбе, согласно традициям, невеста вообще должна сменить 40 нарядов. В наше время это чаще всего меньше, но все равно десятки. Женскую одежду здесь очень часто шьют на заказ. Покупают все отдельно и заказывают мастерицам. Одной из них, кстати, оказалась Лола, у которой я была в гостях. Но ближе я вас с ней познакомлю немного позже. Где покупаете вещи? Я сама чаще шью. Вы сами шьете, серьезно? Ну и сколько получается вот на заказ сшить платье?
Точно дороже, чем покупать готовое. Да, могут себе позволить только богатые женщины. Смотря какая ткань и какая портниха. Кто-то сошьет за 200 сумов, а кто-то за $100. Вот, к примеру, этот чипан стоит $800, потому что это атлас. Хорошая качественная одежда не может быть дешевой. Например, у меня в магазине пальто с ручной вышивкой будет стоить в районе $300. Это и не дешево, но и не самая высокая цена в Бухаре. Так, но есть еще один вопрос. Ведь там, где любят традиции, там и совсем другие принципы. Скажи мне, если вот, там, твой мужчина, например, да, мне просто вот интересно, скажет тебе: Региночка, ты знаешь, это платье слишком вызывающее. Пожалуйста, чтобы его я не видел, то есть тебя в нем не видел. Ты что выберешь, платье или мужчину? Ну, всегда можно найти компромисс. И вот такой компромисс я вижу. И если подарит золотой набор, то пусть хоть сам мне наряд выбирает. Сейчас я иду в общежитие, в женское общежитие, в котором живет 2000 девушек. Представляете? Даже я в таком еще не была. Идем. Когда заходишь, сразу видишь вот это. Здрасте. Я сначала подумала, что вы не живые. Они живые, заходите. Вы девушки, а вам можно говорить? А, им нельзя разговаривать. То есть стоят два парня, охраняя девушек. Прикинь? Но первое впечатление здесь очень чисто и просторно. Современный ремонт, много света. Пока мне нравится, но надо же еще посмотреть комнаты. Однако, как оказалось, надо их еще найти. Вам дальше по коридору. Я поняла. Ага, хорошо. Здравствуйте. В общем, я побродила по этажу и нашла много чего, но пока не комнаты. В общем, тут очень удобно то, что на первом этаже находятся кружки вообще для любого интереса. И вышивать, и стихи читать, и спортивный, видите, кружок. Вот я пришла сюда заниматься спортом, и тут все девочки сидят и занимаются спортом, видите? Бей пешку, бей пешку. Так, ну все, теперь точно идем смотреть, как живут. Подумала я и снова нашла что-то не то. Я напоминаю, что я до сих пор нахожусь в общежитии, и тут и проходит игра «Заковат». Это по типу «Что, где, когда». То есть сидят, отвечают на вопросы и мальчики, и девочки, где они живут, где они спят. Ничего не понимаю, что за общежитие? На самом деле, первый этаж общежития – это такой интерактивный центр. Здесь есть конференц-залы и компьютерные классы, где студенты учатся. Есть спортзал и развлекательная зона, и поэтому на первый этаж могут приходить все студенты, и мальчики, и девочки. А вот на втором этаже уже исключительно женская общага. Слушайте, после всех вот этих моих экскурсий я пришла в отсек общежития, и говорят... и говорят, вот это и есть комнаты, в которых живут девушки. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. О, я так, девочки, долго шла к вам в комнату, вы себе представить не можете. Так как вы тут живете? Ну, а вам не мешают все вот они, кто в холле там? Нет, совсем не мешают. Мы там тоже постоянно тусуемся. А скажи мне, а к вам могут приходить в гости кто-нибудь? Нет, чужим людям сюда вообще нельзя. А если парень твой? Нельзя тем более. Если поцеловаться надо? Ну, точно не здесь. Это нельзя, запрет. А если кто-то увидит, что целуетесь вы, что будет? Осуждение? Выговор будет. Выговор будет? Выговор за то, что за поцелуй выговор. Нельзя, то есть не принято. Девочки, а что делать, если хочется поцеловаться, а выговор тоже не очень хочется? Что делать? Какой выход? Выйти замуж. Если так не терпится. Если так не терпится целоваться, выходи замуж. Железная логика.
В общежитии есть общая прачечная. На этаж около десятка санузлов. Общая кухня с холодильниками, напротив которых стоят камеры, кстати. Проживание в общаге платное, но недорогое. 190 тысяч сомов в месяц. Ассаламу алейкум. Нормально. Да, я прям такой запах. Вы плов делаете? Да, Боже мой, а на сколько человек вы делаете плов? на 5 человек. Ой, слушай, ну у вас тут красота, конечно, тут делаете, да? Но у вас достаточно чисто. Видите, тут 3 раковины, сразу, может, 3 хозяйки. Тут плов на 5 человек. Шестой придет, скажет ему, извините. Вот тут, ассаляму алейкум. Ну, у вас тут не бывает какой-то ругани, что много хозяек на кухне? Мы все по графику приходим. То есть плов не приготовился за 3 часа, все, уходи, будешь есть сырой. Да, Все правильно, спартанские условия. Ну и все, 2 холодильника, 2 плиты, 3 раковины. И 4 мнения о том, как правильно варить плов. Но на этом оставим студентов Бухары и пойдем туда, где люди уже работают. Причем в довольно интересном месте. Настолько интересным, что слово «экзотика» здесь означает не отпуск, а очередное рабочее утро. просто здесь, в Бухаре, мы выращиваем экзотические фрукты, такие как бананы, папайю, а также много цветов. Выращиваем и для продажи, и для туристов. Эти огромные теплицы работают еще и как туристический аттракцион. То есть сюда можно прийти, погулять, поесть и даже купить дерево, если понравилось. Если у вас возник вопрос, как и у меня, почему теплица заасфальтирована, то я вам расскажу. Тут растут пальмы и в земле, и в горшках. И вы можете прийти и купить этот горшок с пальмой к себе домой. И тем самым у вас теплица может оказаться дома. Все. Однако банановое дерево стоит от 1 миллиона сумов. Кстати, ровно такой же штраф здесь выставляют, если турист несанкционированно сорвет с дерева один фрукт. Один фрукт – 1 миллион. Господи, это ж сколько за килограмм? У нас здесь работает больше 100 человек, ведь объемы производства не маленькие. Например, только помидор мы выращиваем 5000 тонн в год. Да-да, у нас тут не только тропические фрукты. И все равно удивительно, что вот так просто посреди пустыни растет та же папайя с бананами. Это словно встретить пингвина в джунглях Амазонки. Ну хорошо, а что если я дома тоже захочу завести пингвина? В смысле выращивать бананы? Вот у меня к вам вопрос как к агроному от неагронома. Если вдруг я захотела, не агроном, посадить у себя дома пальму, что мне для этого надо? Кроме того, что я должна потратить деньги, чтобы купить ее. О, бананы! На самом деле это не очень капризное дерево. Надо просто не держать его на морозе и поливать 3-4 раза в день. В смысле не капризные? Вы каждый день 3-4 раза поливать? Нет, я лучше буду покупать бананы. Бухара поистине уникальный город. Вот тут тебе выращивают тропические фрукты, а стоит пройтись какой-то километр и попадаешь на совсем другое производство. Настолько отлично, что кажется, будто телепортировался из какого-нибудь Вьетнама в 16 век. В хорошем смысле этих слов. Вот уже 7 поколений династия моей семьи занимается производством ножей. Мастерство и опыт передается из поколения в поколение. Не присматриваясь, попав в магазин посуды или ножей, вам может показаться, что вы зашли в сувенирную лавку с товарами китайского производства на узбекский мотив. Но на самом деле все это дело рук наших мастеров. И это не просто сувениры. Мы сами всем этим пользуемся в быту. Кстати, вот такой вот очень сейчас пользуются многие хозяйки дома, на кухне. Мясо разделывают таким ножом, правда? Да все, и мясо, и капусту, и любые овощи режет на отлично. Хозяйки очень часто берут. Сколько стоит такой нож?
Вот этот 1 200 000 сумов. Один хороший нож делается минимум 4 дня, а может даже и больше. Самый дорогой стоит $1500, но это оправданная цена. Вот этот нож из дамасской стали, и здесь ее 240 слоев, закаленных на масле. Его точить вообще не надо. Он будет у вас острый, ну, если не вечно, то очень долгие годы. А знаете, мне нравится, что здесь нет вот этой ширпотребщины, когда сделали изделие так, чтобы оно через год распалось на молекулы, и ты пришел за новым. Короче, про современный маркетинг здесь не слышали. Или слышали, просто у местных людей есть совесть. Да, я, конечно, понимаю, что у нас далеко не самая успешная, так сказать, бизнес-модель для современного времени. Но мы занимаемся этим ремеслом поколениями. Если я сделал нож, который прослужит 50 лет, и его купил кто-то из местных, то через 50 лет к моему внуку придет внук того человека, который его купил. Понимаете? Кроме того, еще с 90-х всех местных ремесленников поддерживает государство. Для нас есть специальные налоговые льготы. Точнее сказать, налогов как таковых мы почти не платим. Только 327 000 сумов в год, и на этом все. Но это же прекрасно, что можно просто передавать свои знания из поколения в поколение. И так столетиями. Да еще и государство поддерживает. Но не подумайте, школу здесь тоже никто не отменял. Тем более никто и не говорил, что в школе здесь скучно. Ну что, угадайте, куда я пришла? Правильно, в школу. Идем посмотрим. Добро пожаловать в школу. Как я уже говорила, в детсаду пятница здесь день особенный. День, когда все ходят в национальном костюме, поют, танцуют и посвящают себя местным традициям. И школа, конечно, не исключение ни снаружи, ни внутри. Чтобы вы не думали, мы сейчас с вами в библиотеке. Школа у нас государственная и бесплатная. Уроки начинаются с 8 утра, и в 13:30 заканчивается первая смена, потом вторая. Но во вторую учатся только старшие классы. Обычно мы учимся 5 дней в неделю по 5 уроков в смене. Итак, мы в библиотеке. Дети, это правда, что вы много читаете? Да. А что это за книга? Это книга очень великого писателя, когда это было очень давно. Про давние времена, да? Да. Тебе нравится, да? И сколько ты книг прочитала? Вчера одну. Завчера прочитала целую книгу. Так ты вырастешь и будешь очень умная, очень. Ты так не торопись. Мне не нравится только рано вставать, но в школе учиться здесь нравится. Здесь и друзья, и много интересных уроков, и в целом атмосфера хорошая. Здравствуйте. Почему вы так говорите? Чтобы лучше было слышно. Правильно, дети! Садитесь! А скажите, то есть вот вас учат именно, как нужно вставать, да, как нужно здороваться? Как вас учат? Вот расскажите мне. Как поднимать руку? А без руки, то есть не считается? У нас существует специальная техника руки. Внимание, существует здесь техника руки. Выглядит она вот так. Чик, чик. Есть еще техника внимания 1, 2, 3. Хотите увидеть? Будет волшебство. Конечно, я хочу технику волшебства. Тогда говорите четко и громко. Внимание! 1, 2, 3. У меня аж у самой спина выровнялась. Детей мы не наказываем, а разговариваем, если продолжаются проблемы. Для этого в каждой школе обязательно работает психолог.
Причем проблемы он может решить не только школьные, но и родители могут обратиться по поводу вопросов домашних. Короче говоря, маленьких дебоширов в местных школах найти будет непросто. Впрочем, как и на местных улицах и в городских автобусах, о которых я, конечно же, тоже не могу не рассказать. Захотела узнать, что же в Бухаре с транспортом. Вообще, как он ходит, как он ездит, понимаете? И мне сказали, чтобы поговорить с водителем автобуса, мне нужно приехать в депо, потому что только здесь они останавливаются на 10-минутный перерыв. Представляете, а так они целый день работают, Пойду, узнаю. Работаем мы с 7 утра и до 7 вечера. Минимум 6 дней в неделю. 7-й можно взять по желанию. Я иногда беру, когда надо подзаработать. И в день заработок получается 200-250 тысяч сумов. Внутри автобуса чисто и комфортно, и, в общем-то, какими и должны быть городские автобусы. А проезд стоит 2000 сумов с человека. 2000 сумов – это не какая-то заоблачная сумма. Поэтому, если у человека нет денег на проезд, то мы и так подвезем. Мало ли, что у него в жизни случилось, а ехать надо. Ну, в следующий раз отдаст или когда сможет. Но такое случается крайне редко. Есть вещи, которые в Узбекистане передаются из поколения в поколение. Это кулинарные рецепты, секреты ремесла и человечность. А еще трудолюбие. Безбилетника здесь встретить практически невозможно, потому что работают фактически все. И если не за рулем автобуса, то за швейным станком. Так, я первый раз в жизни нахожусь на джинсовой фабрике. Да, я впервые объездила весь мир. Тем не менее, здесь делают джинсы, которые, скорее всего, сейчас находятся прямо на вас. Вот и здесь их делают. Это потрясающе. Завод у нас большой, почти 1000 человек персонала. Но, что интересно, работаем преимущественно на экспорт. Ведь в самом Узбекистане джинсы – это не очень популярный предмет одежды. А я вот наоборот очень даже люблю джинсы, с удовольствием не только посмотрю на то, как они делаются, но и поучаствую. Стану, так сказать, лицом изделия. То есть меня сейчас фотографируют, и потом меня выжгут на джинсах. Наша фабрика производит 1 200 000 погонных метров джинсовой ткани в месяц и еще 400 000 готовых изделий. Но тут вы должны понимать, что сама джинсовая ткань варится от 25 до 35 дней, а весь цикл производства от пряжи до упаковки готовых джинсов – это 6 месяцев. То есть, смотрите, видите, джинсы положили на решетку, и потом они загорелись. Представляете? А вы думали, как вот делают эти дырки на джинсах? Оказывается так, я никогда в жизни даже представить этого не могла, что они просто прогорают. Я думала, сидит человек и разрезает. Ну да, я вот такая. Но представляешь, все, они уже выжглись. После того, как нанесли огонь вот на джинсы эти, смотрите, что происходит. Вот нормальный джинс без огня, видите, он никак ты его не порвешь. А здесь нанесли огнем специальный раствор, после которого происходит вот такая вещь. И вот на этом этапе уже есть человек, который и занимается производством дырочек. Слушай, то есть вот вы так вот выдуваете все лишнее, остаются дырки. Сколько джинс в день ты делаешь? Я делаю 200-300 штук. А вам, как работникам со скидкой, могут продать эти джинсы? Да, у нас тут внутренние распродажи бывают. Как хорошо. И рубашки у вас, я смотрю, у всех у рабочих рубашки джинсовые, да? Да. Это вам выдают такую униформу? Мне никто ничего не выдает вообще, никогда и ничего. А мне еще сказали, что вас тут кормят обедом и 4 раза в день. Это правда? Что вам дают? Каши, мясо, салаты, плов, зефир, по-разному. Завод работает в 3 смены, поэтому у нас еще бесплатный транспорт для работников до дома и обратно.
Чтобы такое предприятие построить, надо около $100 миллионов вложений, а чтобы его окупить, минимум лет 10 работать. Поэтому мы и трудимся, не покладая рук. Видела чудеса техники, но такого никогда. Главное, не совать руки, а то сейчас раз и прекратится все. Такого еще в моей жизни не было. На джинсах меня выжгли. Жизнь других. Forever. Ну вот я забрала свой джинсовый ковер и, кажется, поняла, что посмотрела уже все, что хотела посмотреть в Бухаре. Осталось только узнать, что здесь значит выйти на пенсию. Это отдых или вторая жизнь? Помогают ли дети, хватает ли пенсии и чем живут люди, когда жизнь перестает быть сплошным расписанием? За этим я пришла в гости к своей знакомой Лоле. У вас такой двор большой. Ничего себе. Это, у вас нету там сада, вы ничего не выращиваете, да? Нет, только цветы и деревья. Ой, а это такой вот ваш, как сказать, гамак, лежак. Топчан. Да. Ой, слушай, красота. Летом мы здесь и завтракаем, и спим ночью. Тут такое место для отдыха. Я так понимаю, что вы уже на пенсии, правильно? Да. А давно? 8 лет как. Ну, вы такая молодая женщина. Спасибо. То есть даже язык не поворачивается назвать вас пенсионеркой. На пенсию я вышла в 54 года. Работала преподавателем и параллельно занималась шитьем одежды. Этим и сейчас продолжаю заниматься. А если бы вы не работали, вам бы хватило выплат? Да, думаю, да. У меня пенсия $300. Одной мне бы хватило и ее. Это у педагогов такая большая пенсия? Это меня еще больше удивило. Нет, бывает и еще больше. Так, то есть получается, что пенсионеры здесь живут как боги? Ну, не прям как боги, но нормально. Кроме пенсии, у меня доход еще $400-500 в месяц от швейного цеха. Лола, тогда у меня следующий вопрос. А куда вы эти деньги тратите? Я люблю путешествовать. Дома я почти не готовлю, ем в кафе и ресторанах. Часто вижусь с друзьями. Если вы думаете, что мы вас привели к какой-то зажиточной пенсионерке, то нет. Лола действительно была обычным преподавателем и просто продолжает работать. Живет в этом доме она сама, но часто принимает гостей. И сегодня день не исключение. Ну и вот это красота. Ну, у вас не было в семье вот таких вопросов, а почему ты будешь жить в этом доме? Нет. Нет, она же глава семьи, а значит, хозяйка этого дома, этого родового гнезда. У них у всех есть свои ключи. Они могут зайти, даже если меня нет. Полить цветы, котов покормить и даже остаться переночевать, если надо. Все мы родились в этом доме и выросли. И как были одной семьей, когда были детьми, так мы ею и остались. Лола, ну вот глядя на вас, складывается ощущение, что прямо хочется поскорее выйти на пенсию. Конечно, на пенсии жизнь только начинается. Правда? Почему? Потому что ты теперь свободен. Дети выросли, внуки радуют, работа позади. А впереди все то, на что раньше не хватало времени. Путешествия, друзья, любимое дело или просто утренний чай в тишине. Больше не нужно торопиться, никому ничего доказывать. Можно быть собой. Это не финал, это настоящая свобода. И если честно, она прекрасна. В какой-то момент жизни приходит время, и люди понимают, что в обозримом будущем им придется покинуть этот мир. Так происходит, понятное дело, в любой точке планеты. Но здесь принято задумываться об этом заранее. Местные покупают место на этом кладбище сильно заранее. То есть человек мог купить его и 10, и 15 лет назад, но он до сих пор жив и еще, может, проживет столько же. Цену он заплатил по тому времени, то есть заметно дешевле современной.
Если 10 лет тому назад, то это было примерно 800 тысяч сумов. Но поверьте, тут не в цене дело, а в том, чтобы не обременять никого своим уходом. Это очень прагматично. В день похорон на кладбище могут прийти только мужчины. Женщины это могут сделать через 40 дней. Похоже, я поняла секрет местного счастья. И он не в размере пенсии, не в тенистом дворе и не в узорчатых скатертях, а в том, что здесь никто не остается один, что двери всегда открыты, а за столом всегда найдется место еще для одного. Неважно, сколько тебе лет. Важно, что тебя всегда ждут. И счастье просто в том, что его не ищут, потому что оно уже давно рядом. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Смотрите в следующей серии. Я расслабляю клапаны, Где расслабить? Подожди, я ничего не поняла. Тут расслабить, тут клапан. собираюсь рожать Сидишь, катаешься. и разбираюсь в рыночной экономике. 120, 80, 149, а я говорю 120. Это кейнсианская модель равновесия на рынке товаров и услуг.